Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале GuardUA, а это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков». И сегодня у меня подписчик под псевдонимом Доминик. Доминик Торетто. За семью. И надеюсь, сегодня будет у нас сборка семейная. Не знаю, мне так нравится его псевдоним Доминик. Ну, грех не пошутить с этим псевдонимом, правильно? Правильно. Поэтому, ребят, тут ролик, сразу вам говорю, будет очень долгий, но, в принципе, я думаю, вы и сами увидите, потому что 55 минут, а я, как назло, забыл набрать воды под этот ролик, поэтому я надеюсь, я не умру от жажды. Ну, держишь за меня кулачки, что я выдержу 55 минут без водички. Хотя, на самом деле, когда у меня такие игры, я то ли из-за того, что у меня, знаете, адреналин играет, и я из-за этого как бы не ощущаю этой жажды, то ли черт его знает. Но когда я комментирую какую-то рубрику, то у меня прям адреналин, ну, не так жестко шалит, и поэтому я ощущаю иногда такую лютую жажду. Ну ладно, короче, все, не об этом. Усаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам вечера. Ребят, я в дневном ролике говорил об этом, но и скажу в этом ролике, что в своем телеграм-канале я провожу сейчас опрос, какой день провести стрим. Поэтому это хороший повод подписаться на мой телеграм-канал и, соответственно, ответить на этот опрос. И хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение, ссылка на запись в моем телеграм-канале, где я подробно все объясняю, что нужно для этого сделать. Поэтому это еще один повод, вот видите, целых два повода нашел, подписаться на мой телеграм-канал. Ну и давайте третий повод уже, чтобы, ну вот, прям душа разгуляется. Третий повод — это то, что я там пишу, когда у меня стримы по обновлениям этой игры. И самое главное, то, что у меня там есть чат комьюнити. У меня аж горло, слышали, захрипело в моменте, что я аж немножко проживал слово. Проживал и выплюнул. Вот, все, подписываемся. И, ребят, не забываем за лайки, не забываем оставить комментарий по итогу игры и все такое. Вот. Что я вижу по легендарным фигурам? Отменная игра для драконов, потому что, во-первых, тут есть Джакира, есть Тайт, есть Омник, короче, есть куча контроля, есть куча, соответственно, сейва. В общем, много чего такого есть. Стальной щит. На нем значок горячий предмет. На самом деле это такой бесполезный предмет. Я сейчас объясню почему. Смотрите, у этого предмета есть множество нюансов. Один из этих нюансов — это то, что много условий нужно соблюдать для того, чтобы этот стальной щит накапливался. И есть еще один момент. Если вы подняли фигуру, либо перекинули этот стальной щит, то, соответственно, стаки с этого щита, они спадут. Бред, да? Согласен. Бред еще тот. Прям бред бредовый. Ну, не знаю, зачем так разработчики сделали, я в душе не понимаю. Кстати, хорошее действие он сделал. Он продал фигуру и вышел в 10 монет. Красава. Тут уважение за это, потому что мало людей как бы этот момент учитывают. Кстати, может поставить сейчас двух Абадонов вместо Клокверка. Будет намного приятнее. Я так понимаю, Доминик первый раз видит этот стальной щит и думает такой, как он же работает, насколько он полезен, стоит ли его брать. Заранее отвечу, предмет максимально ситуативный. Ну, короче, лучше поменять. Медальон второго тира будет намного полезнее, нежели этот щит. Это лично мое мнение. Если он сейчас соберет Абадонов 2 звезды заранее, будет намного лучше. Но он, кстати, тоже такой момент. Он поставил баф зверей. Но у него стоял бесполезный сейчас Клокверк. Я считаю, Абадон был бы намного профитнее. И тот же самый Тинкер был бы тоже намного профитнее, нежели бесполезный баф зверей. Но, как говорится, хозяин-барин. Я не знаю, на чем он в целом планирует играть. Поэтому просто давайте посмотрим и будем от этого отталкиваться. По реликвиям я там мимолетно увидел, что есть Мамора, есть аптечка священника и что-то там еще есть. Ну, мы сейчас посмотрим. Так, один стак щита есть. Он сейчас... Вот смотрите. А, вот, все, обратно вернул. Стак есть. Вот. Но я так понимаю, он хочет баф гоблинов и мехов собрать. Ну, в принципе, окей, но я бы на его месте в экономику выходил, если я не уверен в своем столе. Ну, хозяин-барин. Все. Я... Ну, короче... Я бы делал так, и не буду так говорить. Просто давайте проанализируем. Некоторые моменты я буду подмечать, соответственно, в которых как лучше поступить все-таки. Вот сейчас, кстати, он отлично все сделал. Он решил распродать половину стола и, соответственно, выйти в 20 монет. Вот тут красава. Бесполезные фигуры продал. Ну, на текущий момент, естественно. В целом, фигуры-то не бесполезные. Сейчас убийца Горн его порвет. А, ладно, там Тинкер справился.
Так, стан. Еще один стан. Не, ну нужен стан. Хорошо, станчик есть. И еще, и еще. Ой-ой-ой. Ну, вот это вот вражеский убийца Горн станет каждым ударом. Мой убийца Горн такому не обучен. А, кстати, они починили? Не понял. Они починили этот момент, и теперь стак на щите остается, когда ты поднимаешь героя? Серьезно? Чего? А когда они это починили? А ну-ка в комментариях меня поправьте. Я четко помню, я брал специально этот предмет проверить, как он работает. Я играл на войнах, я специально там делал, ну короче, я делал красиво. У меня было 5 стаков, я апнул себе Хускара в 2 звезды, по-моему. А, не, в 3 звезды апнул Хускара, и у меня Хускар потерял все стаки на этом щите. А тут стак остался, когда он поднял Абадона в 2 звезды. То есть они, похоже, переработали этот предмет. Во время боя, кстати, не показывается стак на щите. Он сразу есть в характеристиках, но на самом щите его нет. То есть вы можете в промежутках раундов посмотреть на этот стак, а в самой игре вы не посмотрите. Ну, кстати, Абадон классный персонаж. 3500 магического урона нес, он решил выйти в 5 уровень. Кстати, мог бы раньше так сделать тогда. Да пора уже баф людей этот, ну, все, разбирать, он тебе не нужен. Да, да, ой, красава, просто, ну, лучший. Энчу оставляет, потому что Энча это инвестиция в лучшее будущее. И Рики он взял, я так понимаю, для того, чтобы накидывать Silence. И на самом деле мало кто использует Рики. Ребят, Рики это сильный персонаж. Особенно если против вас играют какие-то драконы, то Рики всех этих драконов может просто порвать как тузи-грелку. Ну, правда, я бы в 1 звезду ставил бы его, наверное, немножко по-другому. Ставил бы, скорее всего, в середину, потому что... Ну, прям на первую линию бы ставил, потому что... Если он... Он в 1 звезду, у него радиус сайленса 1 клетка всего лишь. Ну... Короче, вы только что видели радиус сайленса, и вот такой вот у него радиус. И я бы ставил его в середину, потому что так намного больше шансов, что он накроет вражеские фигуры, то есть сделает полезность. Ой, как хорошо ему рыцари пришли. Ай-яй-яй. Не, ну ладно. Сейчас, если ему аптечка священника упадет на 10-м раунде, будет классно. Ну, там хорошие ребятки у него. Воины здесь будут собираться 100%. Как минимум 2 вижу, и 1 охотник будет собираться. Но тут чел имеет винстрик чисто из-за того, что у него есть тинкер в 2 звезды. Не было бы у него тинкера в 2 звезды, было бы плохо. И, кстати, я немножко сейчас поспешил. Я посмотрел сейчас на скамейку вот этого чувачка, у которого винстрик. И, чтобы вы понимали, он там будет собирать драконов сверху. На секундочку. Важный такой момент. И вот Рики, кстати, против драконов работает. Дай боже. Мало кто использует Рики, вот серьезно, мало кто использует. И аж грустно становится от того, что мало кто использует Рики. Ох, было бы сейчас прикольно, если бы у него лагануло, и он закинул бы яйцо в инчу. Я бы был бы, ну, просто в шоке. Но на самом деле, ему до меня еще далеко. Оп, стаки пропали. А тут стаки есть. Так вот, ему до меня далеко, потому что я на стриме эльфийскую волшебницу случайно закинул в гнездо Маморы, когда перекидывал вот это вот гнездо, чтобы оно поудобнее стояло, чтобы я вдруг чего мог закинуть быстро фигуру. И по итогу закинул. Смеялись все. Особенно я. Особенно я смеялся с того, что за, по-моему, за 15 раундов она у меня даже в 3 звезды не появилась. Из гнезда Маморы, когда ее никто не собирал. Ни одна душа. Ну так вот. Кстати, спрашивали в комментариях, как я собираю быстро предметы, там, монеты и тому подобное. Ребят, все на самом деле просто. Просто откройте инвентарь и закройте инвентарь. И все предметы на столе, они соберутся. Вот так. И, кстати, за мобов, вот сейчас он еще 2 монетки получит. Ой, хаотичный договор. Ой, еще инвестиции в лучшее будущее. И Хускар пришел. Бери Хускара, одного Абадона убирай. Да, вот, красиво, красиво. Хускар полезный персонаж.
Даже в одну звезду он нормально так наваливает. Что я говорил? Я говорил по поводу того, что интересное решение он сделал. Ну, я думаю, реликвию стоит активировать. Да. Вот, я говорил по поводу того, что... что я там говорил? Блин, прикиньте, из головы вылетело. Ёлки-палки. За мобов я говорил. Короче, за 10 раунд вы получаете с 2 мобов по 2 монетки, и с центрального вы тоже получите плюс 2 монетки. Это она не падает сразу на стол, она падает после раунда. Когда начнется отчет к новому раунду, тогда у вас начислятся эти 2 монетки. Вот, за этот момент я хотел сказать. Прикиньте, просто тупо вылетело из головы. Зачем тебе реликвия яиц, когда тебе так яйца идут? Не, ну это жестко. Да, это жестко. Ему бы, конечно, друида найти. С друидом было бы ему намного легче играть. Потому что у него сейчас половину стола занимает инча. Но это закон подлости. Ты покупаешь инчу, чтобы она тебе... Точнее, чтобы тебе потом друид не приходил. Но ему нужно опасаться того, что там будет, скорее всего, маг-дракон. И вот против мага-дракона... Какой же я слабый. Ну да. Ну да. Ну, что поделать? Жизнь такая штука. Кому-то идет, кому-то не идет. В авточес нет такого понятия, как скилл. Есть понимание игры, это и есть весь твой скилл. Все остальное решает за тебя рандом. Обалдеть. Не, ну он таким образом соберет себе Абаддона в 3 звезды и будет играть через Абаддона. Не хочет спешить. Хорошо. Я подумал, сейчас апнет. Хотя на самом деле, он, если захочет свой усилить стол, то он может спокойно апнуть его через яйцо. И будет сильно. Но я думаю, он яйца хочет потратить на что-то более полезное. Вот только на что более полезное, пока непонятно. Вот, кстати, вот этот Хускара в 2 звезды может его спокойно порвать. Спокойно. Я так понимаю, там Доминик хотел только что выйти из игры, когда увидел Хускара в 2 звезды. Так думаю, да ну его все. Коту под хвост. Но там маги дракона все-таки будут. Один будет воин, а один будет маг-дракон. А вот, кстати, и пришел этот паренек с Хускаром 2 звезды. На самом деле, не было там Хускара бы в 2 звезды, то он бы, скорее всего, вынес. Даже Тинкера вот этого вот 2-звездочного. Но, к сожалению... К сожалению. Имеем то, что имеем. Да, схавает его. Еще и щит не прокает рыцари. Ай-яй-яй, как обидно. Там тоже непонятно у этого паренька, что за реликвия с винстриком. Друиды тупо не идут. Какая боль. Зато орк-жрец ему пришел. Кстати, может таким образом сыграть и через орка-жреца? Марсе в 2 звезды. Ой, я вот смотрю на Марсе, и честно, сердечку больно становится. Вот Ладно, там парень через Марсе гений. Я думаю, без лишних комментариев, почему гений. Но если кто не понял, объясняю. Там парень вместо того, чтобы сейчас кирить Марси, которая у него самая сильная, которая у него самая сильная фигура сейчас, это Марси в 2 звезды. Вот, все, так будет правильно. А то что-то я начал там из-за бугров заходить и говорить. Вот, у него самая сильная фигура, это Марси в 2 звезды, но почему-то он отдал предметы на ману в СФ, который в 1 звезду на секунду. Это жестко. Это жестко. Очень жестко. Сейчас половина стола улетит. Половина стола улетит.
Фух. Фух. Успел. Правда, баф рыцарей разобрал, но зато баф богов поставил. Было на тоненького. Было ой как на тоненького. Я так понимаю, он будет играть через 6 богов, судя по тому, что он собирает. Либо же будет играть через рыцарей. Пока непонятно. Заранее говорить не хочу, потому что не знаю. Так, что там тебе по предмету? Молот грома, магический плащ. Хочет Абадонов 3 звезды собрать. Да, и хочет поставить себе 6 богов, судя по всему. Не, ну в принципе нормальное решение поставить 6 богов. С таким-то Абадоном можно реально и 6 богов поставить, особенно если он его соберет. Да, убирай. Вот так, красиво. Нормально, нормально. Пойдет. На самом деле пойдет, у него сейчас сильный стол. 6 богов меняют игру, будь здоров. Правда, я думаю, он все-таки будет перестраиваться, потому что если бы он хотел целенаправленно играть через 6 богов, то он бы, скорее всего, ставил бы себе шамана лавы. Потому что шаман лавы — это сайленс, это прям приятно. Шаман лавы прям необходим. Продал темного лорда, пришел темный лорд. Апнул Гримтача, продал. О, яйцо в 2 звезды, отлично. Все прекрасно. И кунку поставил на сдачу. Не, ну, с таким-то Абадоном сейчас будет намного проще играть. Если бы у него, конечно, еще были подходящие предметы, то есть такие как посох 3-го тира, драконий рог, ему было бы еще легче играть. Но это я уже как-то слишком многого хочу. В принципе, пойдет. Ай, не очень хороший предмет. Он хотел ману плюс 50. Минус, конечно, игры сейчас на 6 богов в том, что тебе нужен по-любому тролль-жрец, потому что отхил из игры убрали. И там, кстати, пареньку сбили винстрик. Это неприятно. Ладно, посмотрим, что он будет дальше делать. Не, ну, кстати. Сейчас, подождите. Сейчас новый раунд начнется. Нет, стаки на щите еще остались. Так вот, сразу поговорим по поводу 6 богов. Я уже говорил об этом не раз, но повторюсь, что если вы играете через 6 богов, то вам необходимы фигуры вот такие вот, как тролль-жрец, 100% он вам необходим. Шаман лавы пригодится, потому что у него, во-первых, когда не хватает 25% маны до 100, то он все равно кастует свою способность. Это первый момент. Огромная область сайленса, второй момент. И третий момент — это чистый урон и минимальная КД. И вот шаман лавы необходим. Тролль-жрец необходим чисто для того, чтобы он вам... Это будет ваша поддержка трусов, понимаете? То есть он вас будет дефать, этот тролль-жрец, от того, чтобы вы не сдохли. Да, пробить тролля-жреца может только синергия кунг-фу. А если тролля-жреца не убьете, то у меня к вам плохие новости. Он будет вечный щит накидывать с минимальным... Короче, там будет просто вечный щит. Кратко. Да, на 3 фигуры, но, в принципе, если у тебя осталось в живых 3 фигуры, то и все. Как-то так, как-то так. Кстати, у него единственного хаотичный договор. Но ему тут тоже надо понимать... тут, кстати, парень будет играть через гоблинов плюс древних. Скорее всего. Пока что у него керри алхимик, но я думаю, он будет играть через гоблинов плюс древних. А возможно, он просто себе сделает керри алхимика в 3 звезды и будет нормально наваливать. Винстрик 8 у него. Ну, кстати, будет приятно, если он у него заберет этот винстрик. Было бы прям хорошо. Сейчас он и предмет 3-го тира получит. С хаотичного договора. Если упадет ему этот посох 3-го тира, будет вообще просто песня. Этот Абадон будет так взрывать, что мало не покажется. 6 рыцарей. Ну вот, кстати, тоже такой вот момент. Если против вас играют 6 рыцарей и есть омник в игре, то
Магический урон настолько жестко нивелируется, потому что Омник накидывает вечно свой щит, что Абадон не может пробивать рыцарей. То есть, ну прям неприятно играть через магический урон, когда против тебя 6 рыцарей и есть Омник. Это прям очень трудно. 2 цветки, ему еще пришло так на 20-м раунде, хотел сказать, со старта. Ну, приятные легендарные фигуры здесь есть. Посмотрим, как он будет реализовывать их. Я вот сегодня в дневном ролике хотел попробовать реализовать 4 бога, Керри Лина и жрецы. Ну, у меня немножко другой билд получился, поэтому если ты не видел этот ролик, обязательно посмотри. Не идет игра. Бывает. Бывает, бывает, бывает. Как я тебя прекрасно понимаю. У меня тоже очень часто игра не идет, когда пытаюсь какой-нибудь контент записать. Кстати, тоже минус Абадона в том, что... Как его замутить? Так, давай, посох 3-го тира. Не скилловый. Рот завалил. Все, все. Кстати, можешь ферму свиней взять и идти в уровень. Тебе нормально будет, в принципе. Хотя можешь гнездо Мамора взять, тоже приятно будет. Коса, кстати, там есть. Ну, много там приятных реликвий, но... Ай-яй-яй. Ну, в принципе, пойдет рыбалка. Может каких-то убийц заблочить, и будет нормально. Вот так, ребята. Получаете предмет 3-го тира. И с первого раза вытаскиваете посох 3-го тира. Тот, который вам необходим. Не, ну паренек там нормально наспамил. Истина. На каком это он языке написал? Впервые слышу, как бы... Фу. На мгновение мне показалось, что он сейчас плохо сделал. Я подумал, что сейчас баф воинов соберется, но нет. Минус Абадона. Минус Абадона в том, что когда он накидывает свой щит, допустим, на себя, то он не восстанавливает ману. То есть из-за того, что щит поглощает весь урон, он, соответственно, перестает поглощать ману. А когда щит взорвется, тогда, соответственно, мана появится. Тут, кстати, можно чистокровных 6 богов собрать, потому что здесь есть Леший, есть Зевс. Ну, кстати, на самом деле можно очень интересный билд собрать. Во-первых, можно Тайда поставить. Будет вечный стан. Омника поставить, будет вечный щит. Но Омник только если в 2 звезды соберется, и под 6 богами он особо не смотрится, но в целом прикольно смотрит. В общем, если он соберет 6 богов, он может поставить себе спокойно немного морских, от любых способностей защититься, кроме чистого. Тайд, который будет вечно кастовать свой стан. Зевс, который может нормально так накастовывать. Короче, много чего интересного можно собрать. Оп, мана плюс 50%, хорош. Посох уже 8 стаков имеет, отлично. Тфу-тфу-тфу. Но у него пока что все отлично. ЦМ-ку ставь, пусть ману регенит. ЦМ, да, хорош. Хорош. Вот показал ролик с 6 богами, и все, играют ребята себе спокойно на 6 богах. В самом деле, ему больше сейчас, по сути, предметов 3-го тира и не надо. Ну, может быть, какой-то найдет драконий рог. Он против мага может попробовать защититься, найти шар бездны. Кстати, Котл отличный, у него 5 драконов, но по итогу он сидит с арканцами. Ладно. Ладно. Кстати, это гоблины древние к нему пришли, но, по сути, он должен его взрывать. В легкую причем. Ой, хорошо. Урона, конечно, сейчас очень много от Абадона. С такими-то предметами под 6 богами Абадон нормально наваливать будет. Еще и Рубик стырь, еще и Тайд пришел. Сильно. 8 уровень, шанс 1%. Я подумал только что на мгновение. Ладно, все-таки я подумал правильно. Муэрта с вечным перевоплощением.
Звучит интересно. Будет хороший танк. Правда, стоит опасаться кунг-фу. Кунг-фу будет его пробивать. Ну и маги дракона тоже будут пробивать. Опа, паренек с винстриком. Помнишь, ты к нему приходил? Помнишь? Смотри, ответочка тебе пришла. Винстрик давай. Молодец. Месть. Это такая сладкая штука. Вкусная. Девять воинов собралось, но 9 воинов он может спокойно разрывать. 6 охотников тоже как бы не страшно. На самом деле для него страшно это маг-дракон, потому что может быть очень больно. И страшен для него кунг-фу. Кунг-фу просто может ваншоты прописать и все. Хотя Марси хоть и понерфлена, но это такое. Там плащ нацепил молодой, чтобы его так сильно не задевало. Но... Абаддон спокойно с такими предметами пробьет этот плащ. Кстати, жалко, что он мифриловый доспех скипнул. Мифриловый доспех мог ему в моменте помочь, потому что у него сайленса глобального никакого нету. И из-за того, что нет у него никакого глобального сайленса, ему может прилететь Дум. Ой, хорошо. Цепочка тебе не нужна. Не бери. Вот зимнее объятие можешь взять, пригодится. Цепочка тебе вообще не нужна. Антимаг. Сильно. Можно взять реально зимние объятия, они тебе помогут. Под 6 богами будет прям зверски. А без руш, шарбезно. Хотя да, на самом деле надо, наверное, попробовать трольнуть и найти все-таки шарбезны, потому что там собрался маг. Ладно, драконий рог тоже неплохо. Драконий рог тоже неплохо. Ну, ты можешь, кстати, кольцо убрать. Да, хорошо. Не, ну щит-то верни. Щит-то верни. Щит в Абаддона. Щит в Абаддона. Хорош. Миндальная связь работает, ребята. Видите, авторитетом задавил. А, это тоже синергия кунг-фу, только через эльфов. Ой, хорошо взорвал. Вкусно взорвал, вкусно. Вертолетик. Нет, да нет смысла тебе ролиться. Иди дальше в уровень. Ты ж так хорошо шел в уровень. Кого ты хочешь найти? Ну, мага ты провешь, там маг гениален, у него все... Ой, там хекс. Ой-ой-ой. А мифрилового доспеха у тебя нету. Маг дракон его будет разрывать, если он не найдет себе БКБ. Либо щит 5 тира. Надо искать что-то такое. БКБ надо искать. Будет ли он искать БКБ или не будет? Нет, не пошел. О, щит 5 тира. Хорош. Идеальные предметы сейчас у него. На самом деле, щит 5 тира не дает гарантии тебе, то, что он тебя защитит от магии. Но, ну, от хикса и тому подобное. Но высока вероятность того, что защитит. Почему ты ролишься? Что ты хочешь найти? Ага.
Понял теперь, что он хочет найти. Все. Теперь мне все понятно, что он хочет найти. Но тут есть момент. Момент есть. Момент есть. Ему морскую волшебницу придется оставить и брать дальше уровень. И все-таки придется собрать ему чистокровные 6 богов. Чтобы его так морские не выносили. Ой, хорошо, ой, хорошо. Как красиво он его взорвал. У него ситуация идеальная. У него обалденный винстрик. У него все хорошо. Только не продай волшебницу. Оставь. Пригодится. Иди спокойно в уровень. Ну, кстати, если он Омника найдет, то Хекс, в принципе, лесом идет. Да, в действительности. Ну он Омника не может поставить, потому что у него есть Абаддон. Ему нужен 10 уровень, чтобы полностью себя раскрыть. Ставит просто себе 6 богов. Там морских докинет из-за того, что у него будет морская волшебница. Это, соответственно, поглощение магического урона. Ну, как магического урона со способностей, кроме чистого. Ну и, соответственно, может даже 4 морских поставить, чтобы прямо от мага защититься. В общем, иди море. Кстати, хорошее решение, что он закинул драконий рог именно в Тайда, но Тайд нужен в 2 звезды, чтобы он держал в вечном стане. Минус чернокнижник. Хорошо. Манреген пригодится. Манреген всегда хорошо. Да, и все, и пошел в уровень. Хорош. Маг-дракон на 8 уровне нашел себе Джакира. Так, ну у Дума ничего на ману нету. Но там Хускар. Хускара, чтобы в долгую жить. Шлем Ареса бы ему пригодился на такой стадии игры. Прям хорошо бы пригодился шлем Ареса. Он может, конечно, если ему упадет аптечка священника, затянуть игру. Искусственно затянуть игру. Это проигрывать начать. Но ему тогда нужно взять 10 уровень. Чтобы вот аптечка священника максимально реализовалась. О, ну и шлем Ареса упал, хорош. Ну, короче, у него несколько выборов только что было. Взять шлем Ареса, взять 10, активировать шлем Ареса и спокойно себя чувствовать. Но он активировал сейчас шлем Ареса. В принципе, окей. Он мог сделать как? Он мог взять 10 уровень, взять аптечку священника, искусственно растянуть игру до 11 уровня, условно, да? Но это, конечно, может плачевно обернуться для него, но он мог это сделать. Взять себе 11-12 уровень спокойно, потому что у него хп огромное количество. Берет, соответственно, себе 12 уровень, ставит себе 6 морских, 6 богов и чилит. Либо же просто 4 морских, 6 богов и докидывал бы еще того, кого ему не хватает. Ну, это чисто так, знаете, на размышление. Чисто на размышление. Что такое могло быть? Сейчас бы стан не прилетел. Хорошо, щит накинулся, отменно. И щит 5-го тира вернул, если что, Башер. Хорош. 7 хп у кунг-фу. Отлично. Четыре духа, морские, кунг-фу. Тайда нашел. Хорош. Предметы, конечно, у его Марси, ну, прямо очень печальные. Сочувствую Марсе. Бить его будут.
Ну, это 6 богов. 6 богов, да. Такая жизнь. Показал 6 богов. И все. И погнали. На самом деле это хорошо. Тогда намного интереснее становится играть, когда многие используют жесткие такие стратегии. Прям вкусно. Как я уже в своем предыдущем ролике спрашивал, не тот, который в 12 часов, а в вчерашнем ролике я спрашивал, насколько стало больше богов в игре. Ну и вот, скажем так, на моих наработках играют на 6 богах. А тут 6 гоблинов, 4 древних. Ну, тут печально все. Тот парень играл через алхимика, вылетел. Ну, там печально. Вроде как бы сильно, но печально. Но маг-дракон тут, кстати, тоже такой неприятный. Но пока у мага нету посоха 3-го тира, он может спокойно его выносить. Самое печальное это Хекс. Хекс может прилететь в Абаддона, он 100% прилетит в Абаддона, потому что самая дорогая фигура. Ой, как хорошо только что получилось. Он здесь его вынес. Сама суть то, что только что произошло. Во-первых, на котла накинулась цепочка эльфийская. Соответственно, котл не мог кастовать. Дал время пожить, соответственно. Кстати, там парень выиграл его. Это плохо. Там его парень выиграл, это очень плохо. Это там, который, по-моему, 9 воинов его выиграл. Берсерк. Неприятно то, что его там Берсерк выиграл. Ой, Берсерк, воин. Увидел Берсерка и все, весь мозг в Берсерке. Мана плюс 50 пойдет. Кому дашь? Жрице. Ну такое. Кстати, тут поставил 4 морских молодой. Ему нужен Тайд 2 звезды. Вечный стан будет. Горный вождь просто сам себя уничтожит, если что. Потому что там есть 9 воинов. 9 воинов, кстати, выигрывают и его, и мага. Жить! Ай-яй-яй! Просто башер 1-го тира решил всю судьбу. Неприятно, да. А Марса не хочешь взять? Плюс 1 бог в копилку, отлично. Некар хорошая фигура, кстати. На самом деле, ну, 1, 2, 3. Марс был бы 4-й. Да, ему по-любому надо было бы находить 5-го бога. Вообще, обезоружь придет, ему станет проще. А еще лучше. Вот этот новый предмет 3-го тира, который синергию выключает. Будет вообще шикарно. Ему тайт 2 звезды надо. Вот прям нужен тайт. Вот прям напрашивается тайт в 2 звезды. Ему будет комфортно играть вообще. Цепочка бесполезная. Думаю, еще будут перекрафчивать. Ну, я бы не брал перчатку 4-го тира. Ему некуда ее засунуть по факту. Ладно. Посох 3-го тира. У тебя там посох 3-го тира. Что ты делаешь? Отдай хотя бы в кунку, не знаю, там, ну, отдай в кого-нибудь, но не оставляй в Абаддоне. У тебя Абаддон будет бить чистым уроном, а не магическим. А посох 3-го тира только увеличивает магический урон. Ошибка.
Да, ну в принципе, эта перчатка, она будет хорошо работать против воина. Ну просто посох третьего тира хотя бы перекинь в кунку. Некор, кстати, у нее есть. Я как-то не обратил на это внимания, но у него есть некор. Зевс, обалдеть, ему только Марса сейчас не хватает для полных волшебников. Только Марса не хватает. Ой, как хорошо ему повезло сейчас на жрицу. Все, ему надо найти Марса и поставить чистокровных богов. Дума нужно оставлять, потому что там есть Хускар. Зевса соберет 2 звезды и отдаст посох третьего тира. Но вот сейчас ему надо посох третьего тира этот отдать. Отдать в кунку. Какая у них долгая игра, отвечаю. У 3 человек по 60 хп почти. Ай-яй-яй. Хотя... Перчатка сейчас зарешала. Но посох третьего тира надо отдать. Отдать надо в кунку. Марсе. Сильные предметы у Марсе. Но чистый урон никак нивелируется. Не нивелируется. Ой, Тайд 2 звезды, какая красота. Отдай хотя бы в Тайда посох третьего тира. Марс, Марс, Марс! Отлично. Так. Ну да, он спокойно сейчас может выставить себе сейчас 6 богов. Друида купил, хорошо, заметил. Сейчас следующим раундом он может просто пересобрать свой билд. Убрать горного вождя. Ну вот в горного вождя я вообще не верю, если честно. Но против воина он будет вздыхать. Башер прилетел. Ой, там этот, кто-то стырил у него этот скилл тайда. А, у него же там свой тайд. Тю. Вот это я уже переобкекался. Вот посох третьего тира надо отдать все-таки было. В кунку хотя бы, там в тайда, не знаю. Некор души. Некор души. Нет, нет, Башер, нет. Надо посох третьего тира отдавать. 96 хп осталось у Марси. Я не верю в горного вождя. Вот, ребят, что-что, но я в горного вождя не верю, поэтому мне кажется, это бесполезная фигура в его случае. Она ему руинить игру будут. Но вот то, что он посох третьего тира никому не дает, вот это вот печалька. Я думаю, уберет горного вождя. Он еще может сверху морских поставить. Может, Дума тогда поставишь? Там хотя бы минус от хил будешь давать. Не, ну кусок мяса, по сути. Кусок мяса. Посох третьего тира отдай кому-нибудь, пожалуйста. Отлично, все, у него есть Зевс. Зевсо, давай. Посох третьего тира. Перчатку отдай в Абаддона, если так хочешь. Ну, либо так, да. Но я... Да не, Зевс, по-моему, это... С перчаткой 4-го тира. Зевс. Сомнительно, если честно. Вроде бы как бы на бумаге это сильно.
Но если так задуматься, то не прям сильно. Кстати, у воина пока берсерка нету, 2 звезды. Пока живет. У них жесткое лобби. 4 человека на 40-м раунде. 4 человека! Жестко. В самом деле, найдет Аганим в Тайда, там будет вечный стан. Мифриловые доспехи. Какое счастье. Вот мифриловые доспехи — это то, что доктор прописал. Плюс манореген, плюс антиконтроль, плюс против всякие там прикольчики. Мог бы косу, кстати, взять. Не знаю, я бы косу взял. Но он хочет себе омников 2 звезды сделать. Тоже, в принципе, норм. Посох 3. Оставь мифриловый доспех. Оставь мифриловый доспех. Не, отдай... Ну ладно. Ладно. Как по мне, Зевс намного сильнее будет с посохом 3-го тира, нежели с перчаткой 4-го тира. Намного сильнее. Может, я ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как это будет на его, а не на бумаге. Но то, что он мифриловый доспех скипнул, меня это немножко разочаровывает, потому что мифриловый доспех — это слишком полезный предмет. $10 000 урона, Зевс. Ладно, забираю свои слова назад. Нормально Зевс пробивает. Интересно бы посмотреть, как, конечно, было бы под посохом 3-го тира, но я думаю... Кстати, у него есть яйцо, но он берсерка по итогу не берет 2 звезды почему-то. Странный воин. Ой, какая там Марси. Неприятно. Морскую волшебницу купи. Да. И вместо Гримтач поставь. Пригодится. Ну, посмотрим сейчас, как будет так. Да, там есть морские, которые 60% урона со способности режет. Просто у Зевса есть прикол. У Зевса самая сильная способность в игре. Она пробивает 6 морских, шарбезны, и сколько бы у тебя там не было этих шарбезны, она все это пробивает. И поэтому я так и топлю за магический урон. Нормально. Марси пробила. Минус воин по итогу. Хекс бери. Тоже пригодится. Ой, лучше бы Хекс. Хекс бы ему помог. Под 6 богами у него было бы... У него был бы вечный Хекс на врагов. Честно, у меня так в горле пересохло. У меня чуть-чуть воды тут есть, он его попью. Из плюсов у него сейчас Омнигу 2 звезды. Это приятно. Это ему очень поможет. Избавит его от всякого контроля. Чпуньк. Еще и щит будет с минимальным КД, поэтому это вдвойне приятно. Вот бы вот, смотрите, сейчас бы он взял бы Хекс, там бы Марси в вечном Хексе бы сидела. Зевс 3800 урона. Магнакун вылетел. Ой-ой-ой, Марси, 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 Марси. Башер... обезоружь свой словила. Не знаю, я бы на его месте все-таки попробовал бы отдать посох 3-го тира в Зевса. Да и в принципе он, кстати, может рольнуть предметы.
Дум, кстати, хорошо ему поможет. Посмотри, сколько там некор нанес урона, а то я что-то как-то не обратил на это внимание, но, по-моему, некор бесполезный. Сейчас, кстати, будет 45-й раунд. На 45-м раунде... Духов решил поставить. Интересно. Сейчас на 45-м раунде ему может тоже полезный предмет упасть. Например, какая-то цепочка. Там тоже, кстати, в Марсе может упасть обалденный предмет. 4000 урона. 5000 урона. Некор пока ничего не кастовал. Так, Некор 5000 урона, нормально. Некор хорошо закидывает. Так, Омник с щитом. Коса в никуда полетела, как я увидел. Давай, давай, Некор, Некор, Некор. Какой башер. Ай-яй-яй, как это было на тоненького. Один прокаст Некра, и она бы отправилась в Альгалу. Хочешь поставить себе 4 духа? В принципе, может помочь. 4 чернокнижника, 2 духа. Ну, нужно от кого-то отказываться. От Некра. Но Некр на самом деле нормально наваливал. Угу. Только предметы с Абадона верни-то. Не знаю, как по мне, надо было ему Хекс брать. Я понимаю его желание найти было Аганим. Но как по мне, надо было все-таки брать Хекс. Марси бы тогда из контроля не вышло. Спешит, спешит. Нервничает, не хочет игру проигрывать. Я его прекрасно понимаю. Давай, 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 давай. Предметы, предметы, предметы. Ай, какая... Аганим, отлично. Посмотри, что там за предметы сначала у этого чебурека. Драконий рог. Блинк убери только. Блинк можно составить здесь все. О, а теперь отдал. Посох третьего тира. Ну, посмотрим. Вот сейчас и проверим. Зевс сильнее все-таки через магический прокаст или через чистый урон? А что случилось? А, у него же не 6 богов сейчас. Логи боя верни, я хочу посмотреть на урон. Не, ну Тайкс, конечно, на 5 секунд дает стан приятный. Там Дум прилетел. Бай-бай. Бывает. Но на урон, конечно, не посмотрели. Хорош. Хорош. Отличная игра. Шикарная игра. Прекрасная игра. Мне понравилась. Долгая, насыщенная и эпичная игра. Дум прилетел как надо, и Марси отлетела. Ну и Тайт, конечно, с Аганимом, с вечным станом. Это прям то, что доктор прописал. Покажи предметы. Не, ну так неинтересно. Ну, предметы надо было показать. Ну, Доминик, ну ты же не первый раз скидываешь ролик. Показывай в конце предметы. Ну, неинтересно так. Интересно посмотреть, что там были за предметы. Ну, что-то... Фух. В общем, по игре. Я свое мнение, в принципе, сказал по поводу Зевса. У него самая сильная способность. Она пробивает морских, пробивает шар бездны, пробивает морских под шаром бездны, под 1000 магического сопротивления. Вот просто приведу вам пример. Если будет Зевс с Аганимом, с посохом третьего тира, а против тебя будет, допустим, Хускар какой-то, да, и у него будет
половина хп, то Зевс с Аганимом в 2 звезды пробивает 6 морских, ну там 4 морских, окей. Шар бездны, если на это будет на Хускаре, и будет у него половина хп. Спокойно пробивает, ваншот прилетает. У Зевса самая сильная способность в игре. Ну, она кривая немного, да, тут согласен. Закинуть туда чистый урон, ну, против воина это сработало хорошо. Я не знаю, что там за предметы у Марси были. Да, там, ну, было бессмертие, маска, что-то еще, короче, там было. Ну, короче. Свое мнение не сказал. В целом, игра хорошая, игра добротная. Мне понравилась игра. Как я сказал, я запустил мету. Это 6 богов. Все ее обузят. Хорошая игра, очень хорошая игра. Не могу сказать, что там были лютые какие-то ошибки и тому подобное. Просто есть несколько видов игр. Кто, ну, хозяин-барин. Он хочет так играть, он играет. Я в целом доволен от игры. Эпичная, классная каточка. Те моменты, где были ошибки, я, соответственно, подметил. Ну, а в целом, хорошая игра. Классная игра. Поэтому ставлю за это огромный тебе лайк. Вот это эпичная игра. Очень эпичная игра. Что думаете вы по поводу этой игры? Вы напишите, соответственно, в комментариях. Не забудьте поддержать этот ролик своим лайком. Ну и кто не подписан, обязательно подпишитесь. И у меня есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!